Мы купили квартиру на Филиппинах. Привет, ребята! Итак, что тут с квартирами? В общем, вот такой вот макет комплекса, который они тут собираются построить. Тут он даже есть зона вверху для отдыха. Да, пока там ей работница рассказывает, я вам покажу тут такой вот макет. И дальше посмотрим квартиры. Размер квартиры 22 квадратных метра. Из них 2 метра это балкон. В принципе, сделано все довольно удобно и эргономично, и можно жить. В данном варианте может жить несколько членов семьи, что, как по мне, не очень удобно, но с учетом местных реалий вполне нормально. Однако, такая планировка, скорее всего, не понравится большинству, кто смотрит это видео, потому что у нас в странах другие размеры квартир и стандартные. Поэтому есть вариант объединить две квартиры в одну, и тогда общая площадь будет 44 квадрата. Здесь уже отдельно спальня и больше пространства для жизни. Самые основные моменты вы можете видеть на видео. Если вам интересна наша беседа или другие какие-то моменты и детали об этой квартире и всем остальном, то я выложу оригинал нашего разговора в Telegram через пару дней. Видео также будет доступно для спонсоров канала. Теперь также здесь у нас есть такая функция. Можете нас поздравить. Итак, стандартная квартира 22 квадрата. Стоит это 3,5 миллиона песо. Первоначальный взнос 20%. Это 698 тысяч. Также есть резервационный взнос. Это вы просто платите за бронирование. Есть также варианты на 5, на 10, 15 или 20 лет. Можете видео поставить на паузу, посмотреть пример, как это все выглядит, и просто для себя уяснить какие-то моменты технические. Также есть требования по доходам, и нужно будет показать выписку из банка о своих доходах. Тут также зависит от срока, на сколько лет покупаете квартиру. В случае, если взять сдвоенную квартиру или даже стройную, то нужно будет все умножать на 2 и на 3 раза. Если сдвоенная, тогда в таком случае квартира будет чуть более 40 квадратов и обойдется в 7 миллионов песо или 122 тысячи баксов по нынешнему курсу. Решили ли мы что-то покупать или нет? Пока нет, у нас не идет об этом речь, однако это был просто интересный обзор, поэтому я не указывал застройщика и место, где это находится, потому что это видео не реклама. Тема с квартирами всегда интересна и актуальна, однако я уверен, многие предпочтут жениться, купить землю и построить дом, и это обойдется гораздо дешевле. На эти деньги можно построить 2, а то и 3 дома с неплохой местами даже землей. Особенно если вы берете 3 квартиры, так это можно тут мини-деревню организовать. Что вы думаете об этом видео? Напишите свое мнение в комментариях и увидимся с вами в новых видео. Пока! И чуть не забыл, а что там с правами на квартиру? Потому что периодически кто-то пишет о том, что иностранцы вообще не могут владеть какой-либо недвижимостью. Это не совсем так, иностранцы имеют полное право покупать квартиры, то есть кондо на свое имя, но есть нюансы. В здании должно быть не менее 60% филиппинцев, собственников, для того, чтобы можно было купить там кондо, поэтому не совсем каждое здание подойдет для этого. Есть несколько случаев, как вы можете купить квартиру. В случае, если вы иностранец и вы не женаты на филиппинке, это виза инвестора, либо пенсионная виза. Есть и другие типы виз, где это тоже допустимо, но я их затрагивать не буду. Всю информацию почитайте в иммиграционном портале филиппинского правительства. Если вам еще интересна информация по этой теме, можете заглянуть в наш Telegram, и через несколько дней я опубликую видео нашего интервью и беседы по поводу квартиры и как вообще все это происходит. И увидимся с вами в новых видео. Пока!